Всем привет! Мы в столице Венгрии. Само название и город были образованы в 1873 году в результате слияния двух городов – Буда и Пешт. Со старославянского Буда переводится как «дом», а Пешт, в свою очередь, как «очаг». Города с такими названиями были обречены воссоединиться, и между ними располагается великая река Дунай. Будапешт – это город яркой истории и контрастов. Днем это одна из помпезных и культурных европейских столиц. Ночью же город меняется до неузнаваемости, становится легкомысленным и отвязным. Мы покажем вам основные достопримечательности этого великолепного европейского города. Оставайтесь с нами до самого конца и приятного вам просмотра. Поехали! Мы подошли к базилике Святого Иштвана. Посмотрите, какая грандиозная постройка. Это грандиозное сооружение, одно из самых высоких в Будапеште. Самое высокое – это парламент, и выше парламента запрещено строить. А базилика подходит под эти размеры. Кафедральный собор Венгрии. Здесь открывается вид на другой берег, вот, видно немножко вдали. И разворачиваемся. Вот такая красота. Собор действительно грандиозный и такой весьма впечатляющий. Давайте посмотрим, как там устроено все внутри. Необычайная красота. Вот такие ворота нас встречают. Вот. Сейчас заходим внутрь церкви по билетам. Билеты стоили 1200 флоринтов. Это где-то 2,5-3 евро. При входе у нас тут вот такое вот убранство. И сейчас войдем непосредственно в саму церковь. Внутри, как и ожидалось, также все грандиозно, как и снаружи. Все в превосходном состоянии. Посмотрите, как сильно почитают своего первого короля венгры. Вот такая красота воздвигнута вот в память первого короля Иштвана. Вот поближе, каким образом выглядит монумент Святому Иштвану. Можете видеть в руках такой посох, на поясе висит меч. Это, напомню, был первый король, завоеватель, объединитель. Также здесь огромный орган. Было бы, конечно, интересно его послушать. И здесь проходят концерты.
Сейчас мы можем увидеть купол. Такой грандиозный. Короткая историческая справка. В IX веке финно-угорские племена в составе 7 племен, одно из них были мадьяры, видимо, одно из самых многочисленных, и 2 хазарских племени перекочевали сюда. Первый венгерский король Иштван объединил все эти племена в королевство. И с тех пор его почитают, он является святым. В честь него воздвигнут этот кафедральный собор. И посмотрите, насколько он величественный, и из этого можно судить, как сильно почитают этого святого. И когда мы задаемся вопросом, почему происходят войны, один из ответов можно сделать здесь. Покуда мы будем почитать и восхищаться правителями-завоевателями, до тех пор, наверное, будут происходить войны. Вот так выглядит метро. Ну, точнее, вход в метро. Сейчас будем спускаться под землю. Доню? Это как трамвай подземный. Да, как будто бы подземный трамвай. Такая вот маленькая аккуратненькая станция, такой старый поезд. Мы поедем до станции Сечени-Фюрдо, то бишь купальни Сечени. Один билет стоит 350 форинтов. Это абсолютно точно меньше 1 евро. Наша станция Сечени-Фюрдо. И сейчас будем искать, где же тут знаменитые купальни. А вот это внутри, на входе в купальне. Между прочим, очень красиво все сделано. Ну что, мы где, Тосик? Мы приехали в знаменитые Купальни Сечени. Да, знаменитые термы. И сейчас мы зайдем внутрь. Ну и вот так знаменитые купальни выглядят снаружи. Очень много народу. Вода 29 градусов, воздух 13. знаменитые будапештские термы. Говорят, что здесь вода минеральная, прям бьют горячие источники. 70 градусов, водичку здесь остужают до комфортной температуры и подают в бассейн. Вот такие дела. Не могла это не снять. Здесь можно прямо в воде поиграть в шахматы. У Антона партия с парнишкой с Лондона. Может, не с Лондона, но с Англии точно. А кто выигрывает, Антон?
после посещения терм сил совсем не осталось. И хотелось отправиться в отель, в уютную кроватку, под одеялко. Но мы очень хотели прогуляться по вечернему Будапешту и показать вам его очарование. Он невероятно прекрасен и романтичен, а подсветка умело подчеркивает главные архитектурные сооружения города. На этом наш день подходит к концу, и мы уставшие, но очень довольные идем отдыхать. Итак, ну что, у нас третий день. Мы спустились в метро, и тут уже совершенно другое дело, уже похоже на настоящее метро. Такая большая станция. Да, это другая ветка красная. Мы спускались на эскалаторе где-то в течение минуты. Вот, так что здесь прям настоящее метро есть. Мы сейчас поедем к парламенту на станцию Костут-Плажеспер. Мы на площади перед зданием парламента. Отсюда виднеется другой берег Дуная. И посмотрите, какое же великолепное здание венгерского парламента. Однозначно, нация, которая строит такое здание для своего парламента, уважает парламентаризм. И в этой стране есть разделение властей, я думаю. Сегодня у нас 8 января, посмотрите, какой зеленый газончик. Венгрия достаточно теплая страна, снега нету. Отсюда хорошо видно купол и шпиль парламента. Это самая высокая точка города. Выше шпиля парламента строить в Будапеште запрещено, поэтому город такой невысотный, достаточно уютный и комфортный. Вот. Высота этого шпиля примерно около 100 метров. Вот. Для понимания масштабов можете представить, если кто живет в Петербурге или был, Исаакиевский собор, он тоже около 100 метров, но при этом это широкое такое, с большими фасадами здание. Это просто невероятно величественное сооружение, архитектурный памятник. И лично по моему мнению, по своей архитектуре он похож на Миланский Дуомо. Те, кто были в Милане и посещали Дуомо, напишите в комментариях, как, по вашему мнению, похоже или нет. Посмотрите, там под самой крышей можно увидеть такие таблички, на которых разные гербы, если видно. Я думаю, это перечисление каких-нибудь родов или городов и областей Венгрии, да, так как это парламент, и в парламенте должны быть представлены все. Напротив здания парламента стоит такое тоже очень впечатляющее и красивое своей архитектурой здание бывшего музея национального, я так понимаю. И теперь это, наверное, изначально это и было здание правосудия, и оно вновь после реставрации будет отдано правосудию. И если среди вас есть архитекторы или люди, разбирающие в архитектуре, скажите, как вот этот архитектурный стиль называется. Очень интересно. На мой взгляд, что-то такое неоклассическое. Архитектура, подобная древнеримской, да. Мы видим колоннады, архитектурные монументы на здании. В общем, очень интересная, впечатляющая. Сеть метро и трамваев объединена в единой схеме. Можно достаточно быстро и с комфортом перемещаться по городу.
памятник какому-то венгерскому деятелю. И посмотрите, кажется, что это разные люди, а если присмотреться, одно и то же лицо. Постоянно смотрит в разные стороны. Вот такая интересная экспозиция. На противоположной стороне Дуная, на правом берегу, расположен Рыбацкий бастион. Это форт, который никогда не использовался по назначению, то есть для обороны Будды. Он был построен в 1905 году на месте площади, где торговали рыбаки, которые в свою очередь обещали оборонять город при нападении. Снаружи бастион – это 140-метровая галерея с колоннами и 7 шатровыми башнями. Последние, в свою очередь, символизируют 7 кочевых племен, которые были в начале объединения Венгрии в 896 году. На левом берегу Дуная, где-то примерно между Рыбацким бастионом и Королевским дворцом, один из самых грустных памятников. Это одна из печальных страниц истории Будапешта. Это памятник Холокосту. Он олицетворяет погибших евреев в годы Второй мировой войны. В Будапеште до войны была одна из самых крупных общин евреев в Европе. Королевский дворец – историческая резиденция венгерских правителей, которая появилась на правом берегу Дуная в XIII веке. Дворец или Будайский замок неоднократно разбирали, строили заново и реставрировали. Что примечательно, последняя реставрация длилась почти 3 десятка лет и закончилась в 2021 году. И количество реставраций совпадает с количеством правителей Венгрии. Это значит, что каждый хотел перестроить дворец под себя. В центре Будапешта большое количество невероятной какой-то красивой архитектуры, много памятников. Это очень интересный город в плане архитектуры. Чувствуется, что это была имперская столица. Вот, посмотрите, насколько роскошные фасады здесь у зданий. Вот тот самый Рыбацкий бастион, про который мы уже вам рассказывали, и те самые башни, которые олицетворяют первые 7 кочевых племен, которые прибыли на эту территорию, вот, и создали венгерское государство. Этот неоготический стиль не такой страшный, как бывает в готике, то есть не настолько мрачный, и поэтому на него приятно смотреть, а так как готика еще общается со зрителем, то есть там какие-то сюжеты можно рассмотреть, фигуры, на нее просто интересно разглядывать здания, вот, выполненные в таком архитектурном стиле. Христианский памятник. Здесь такая более древняя часть города, маленькие двухэтажные, трехэтажные здания. Более средневековая часть, так скажем. А вот и павильончик с уличной едой. Давайте посмотрим, что там можно покушать. Колбаски, шашлычки, капустка тушеная, там картошечка с мясом. Сейчас дальше еще посмотрим, что там есть. Тушеная картошечка с капусткой, с лучком, с мясом и традиционные венгерские гуляши. Посмотрите, вот кипят. Такое достаточно сытное, жирное мясо, свинина, наверное, там колбаски. Вот такую кухню можно отведать в Венгрии. Здесь курица, говядина. И вот можно видеть цены. Местные деньги достаточно имеют крупные суммы в тысячах. 10 тысяч флоринтов – это 25 евро. 6,5 тысяч – это где-то 15 евро. Попробуйте ощутить эту сказочную средневековую атмосферу, которая здесь царит.
Обожаю такие места, где какая-то другая эпоха. Памятник святому Иштвану. Венгры очень почитают этого короля, первого короля, который объединил все эти племена и создал государство Венгрию. Вот настолько сильно его венгры почитают, что его можно встретить практически везде. Вид слева от бастиона. Сейчас камера повернется на левый берег Дуная. Мы переехали направо, и вот сейчас можно видеть, как же выглядит с правого берега левый парламент. Великолепное здание, рядом с которым мы гуляли. Далее видна базилика святого Иштвана. Снова святой Иштван, да? Вот одни из самых высоких зданий Будапешта, парламент и базилика. Сейчас рядом играет уличный музыкант. Вы, наверное, слышите гармонь. И это дополняет ощущение от этого места. Да. Звуковой эффект, который отправляет нас опять-таки в другую эпоху. Прекрасное место. Ставьте лайк, друзья, если любите уличных музыкантов. Давайте отблагодарим его. Посмотрите, какая красота. Рыбацкий бастион по праву, я думаю, считается одним из любимых мест у туристов в Будапеште. Вот еще 3 башни, которые, повторюсь, олицетворяют племена, первые, которые сюда прибыли. И некоторые башни вот так вот спаренные, да, это, наверное, нам говорит о том, что некоторые племена были близко родственные. Да, посмотрите, практически вплотную 2 башенки. На одном из бастионов на самом верху расположено кафе. Здесь можно посидеть, покушать, выпить чашечку кофе или бокал вина. Вот с такими прекрасными видами. Но сейчас достаточно прохладно, поэтому мы не будем там сидеть, а пойдем гулять дальше. Как же много в Будапеште прекрасной архитектуры. Вот. Мы снова смотрим на левую сторону от бастиона. Вот так вот выглядит часть города, которая раньше была городом Буда. Вот. Обратите внимание, что крыши в основном скатные. Да, хотя это не столь северный регион, но тем не менее венгры строят себе такие достаточно северные скатные крыши. Вот. В отличие от Петербурга, с которым мы уже сравнивали, Будапешт, в Петербурге в основном барочный стиль
центра города с плоскими крышами, на южный манер, хотя в Санкт-Петербурге гораздо более суровый и снежный климат. Вот такие парадоксы. Ну, как говорится, когда люди не сами строят, а по прихоти каких-то высочайших особ. Здесь же мы можем наблюдать, что архитектура развивалась самостоятельно. Мы погуляли по бастиону, который построили просто как декорацию к этой церкви. Церковь Матиша построена в 13 веке. Это невероятно красивое сооружение, в том числе и внутри. Даже когда в 16 веке город захватили турки, они не разрушили эту церковь, потому что они были поражены красотой этого сооружения. Билетик стоит примерно 6 евро. Вот. Вход платный и в определенное время, когда в храме не ведется служба. Сразу со входа ощущается, насколько это старинная церковь. Потрясающе. Обязательно посетите, не пожалеете. Церковь 13 века вот в таком прекрасном состоянии, в архитектурных стилях 13 века, я думаю, таких церквей, столь прекрасно сохранившихся, очень мало. Посмотрите, какая роспись. Это уникально, на мой взгляд, просто уникально. И, конечно же, в католических храмах часто можно встретить витражи. И это дополняет атмосферу этого места, наполняет светом разных цветов. Просто что-то невероятное. Посмотрите, как прекрасно выглядят эти разноцветные витражи. Да, друзья, здесь по-настоящему божественная атмосфера. Не побоюсь этого слова. При этом это действующая католическая церковь, и здесь буквально полчаса назад проводилась служба, и были прихожане. Представляете, люди вот в этой красоте, в этом необыкновенном соборе молятся до сих пор. Для католического собора вот внутреннее убранство, на мой взгляд, достаточно нетипичное и даже чем-то напоминает православные церкви, да. И тут мы можем вспомнить, что венгры — это все-таки финно-угорские племена, да, которые достаточно родственны с нами. Вот, поэтому, мне кажется, здесь мы видим вот такой художественный стиль росписи в церкви. Необыкновенно. Я не знаю, как передать это словами, но из этой церкви не хочется уходить. Это что-то потрясающее. Поэтому обязательно приходите, любуйтесь. Вот мы поднялись по лестнице наверх. И сейчас здесь будет немножко иной вид на церковь. Посмотрите. У меня уже заканчиваются слова, но не хочется переставать восхищаться этим местом. Вот еще выше вид. Снова не перестаю удивляться. Посмотрите, какой вырез под маленькое окно. Ну, надеюсь, мы достаточно полно отсняли для вас это необыкновенное место. И сейчас я, наверное, выключу камеру, сяду на одну из этих лавочек и просто полюбуюсь, подумаю
Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Мы на территории Будайского замка. За моей спиной Королевский дворец и также потрясающая панорамная площадка. И вот традиционные рождественские венгерские сладости. Это тесто, запеченное на углях. Очень вкусная сладкая штука. В здании Королевского дворца располагается сейчас Национальный венгерский музей. Хочется поговорить про цены. В Венгрии достаточно приемлемые цены, особенно в ресторанах, но некоторые туристические объекты стоят достаточно дорого. Например, для не граждан Евросоюза посетить парламент будет стоить 40 евро с человека. Цены в ресторанах варьируются от 5 евро до 15. За 3-5 евро можно купить салатик. И основные блюда 10-15 евро. И 12-13 в том числе. И это причем в ресторанах, в хороших ресторанах, в такой с хорошей высокой кухней, не забегаловках, где готовят потрясающе. Вот. Примерно такие цены. Ну вот и прошли наши выходные в прекрасном Будапеште. Нам очень понравилось, мы посмотрели основные достопримечательности, просто погуляли, немного, конечно, замерзли, но ничего. Это действительно тот город, который нужно обязательно посетить, и здесь очень много интересного для туриста. А если вам понравилось, как обычно, будем рады вашим лайкам, комментариям. Не забудьте подписаться на наш канал и оставайтесь с нами и путешествуйте, друзья, ведь это прекрасно. Бон вояж!